Я стояла в полумраке кухни, чувствуя, как привычный запах дрожжевого теста и ванили, который я так любила все эти 12 лет, вдруг стал удушающим. Сердце колотилось где-то в горле, мешая сделать вдох. В голове билась одна мысль: только не это. Только не сейчас. Напротив меня стоял Виктор Петрович, наш управляющий. В руке он держал тот самый злосчастный пирожок с капустой, надкушенный, с крошками, падающими на начищенный кафельный пол. Лицо его было перекошено брезгливой гримасой, а в маленьких глазках плясало то самое гадкое торжество, которое появляется у слабых людей, когда они получают хоть какую-то власть. «Надежда Ивановна, ну что это такое?» Процедил он, потрясая пирожком перед моим лицом, словно уликой в убийстве. «Воровать у заведения? Это уже ни в какие ворота не лезет. Я думал, мы с вами сработались, а вы?» Я сглотнула вязкий ком в горле. Руки предательски дрожали, и я спрятала их за спину, чтобы он не заметил моего страха. «Виктор Петрович, я не брала. Я не воровала. Я просто попробовала край, чтобы проверить тесто на соль. Вы же знаете, новая партия муки пришла, она ведет себя иначе. Это моя обязанность как старшего повара, контроль качества». «Контроль качества?» Перебил он, ядовито ухмыляясь. «А кто же тогда оплатит этот контроль? У нас тут, знаете ли, неблаготворительная столовая для персонала. Я тебя давно подозревал, Надя. Списываем продукты, списываем. А оказывается, вот куда они уходят. В желудок поварихи». Слезы подступили к глазам. Не от страха, нет. От чудовищной, жгучей обиды. 12 лет я отдала этому ресторану. Я приходила раньше всех, уходила позже всех, выходила в смены, когда другие болели или уходили в запой. Я знала каждый рецепт наизусть, каждая кастрюля здесь была мне родной. И теперь меня, взрослую женщину, профессионала, отчитывают как нашкодившую школьницу из-за куска теста себестоимостью в 3 копейки. Короче так, его голос стал ледяным. Или ты сейчас же платишь штраф в 5-кратном размере за хищение, или я вызываю полицию и оформляю все официально. С записью в трудовую книжку. Выбирай, Надежда Ивановна. Время пошло. Я смотрела на него и не узнавала. Или, может быть, наоборот, впервые видела его настоящее лицо. «Виктор Петрович, у меня нет сейчас таких денег с собой. Вы же знаете, зарплату задерживают уже на 2 недели. Я все отдам с получки, клянусь». Он демонстративно посмотрел на свои дорогие наручные часы, постукивая пальцем по циферблату. «Меня не волнуют твои проблемы. Бизнес есть бизнес. Нет денег. Значит, считай, что ты уволена. Прямо сейчас. По статье. Или пиши по собственному, но без выходного пособия. Сдай фартук и вон отсюда. Мир вокруг меня поплыл. Уволена. Вот так просто. Вычеркнуть человека, как ненужную строчку в меню. Но как же? Куда я пойду? Прошептала я, чувствуя, как по щеке катится горячая слеза. А это уже не мои проблемы, он отвернулся, теряя ко мне интерес. Фартук на стол. И чтобы через 5 минут духу твоего здесь не было. Я молча развязала пояс. Руки не слушались, узел затянулся, и мне пришлось рвануть ткань. Фартук упал на стол белой бесформенной грудой. Я посмотрела на Виктора в последний раз. Он уже что-то печатал в телефоне, даже не глядя в мою сторону. В груди образовалась пустота, огромная, звенящая. Я развернулась и пошла к выходу.
Мимо плит, мимо столов раздачи, мимо испуганных глаз девочек-официанток, которые все слышали, но боялись поднять голову. На улице меня встретил холодный осенний дождь. Он хлестал по лицу, смешиваясь со слезами, но я даже не попыталась открыть зонт. Я просто шла, не разбирая дороги. В кармане пальто я нащупала тот самый пирожок, завернутый в салфетку. Виктор швырнул его мне вслед со словами «Забери, раз уж надкусила, подарок от заведения». Какая ирония. Цена моей карьеры. Цена 12 лет жизни. Я остановилась на перекрестке, пытаясь отдышаться. Куда теперь? Домой, в пустую квартиру? К маме, чтобы расстраивать ее? Телефон в кармане завибрировал, звонила Светка, моя подруга и сменщица. Я сбросила вызов. Не могла сейчас ни с кем говорить, просто физически не могла выдавить из себя ни слова. Нужно было уехать. Просто сесть и ехать, пока не успокоюсь. Я подняла руку. Желтый огонек такси вынырнул из пелены дождя, словно маяк. Старая, побитая жизнью иномарка притормозила у тротуара. Я плюхнулась на заднее сиденье, пахнущее дешевым ароматизатором елочка и старым табаком. «Куда едем?» — спросил водитель, не оборачиваясь. Голос у него был уставший, низкий. «Прямо», — выдохнула я, пытаясь унять дрожь. «Просто прямо, пожалуйста». А потом на улицу Ленина. Машина тронулась. Я прижалась лбом к холодному стеклу, глядя, как размытые огни города сливаются в сплошные полосы. Слезы снова хлынули потоком, я всхлипнула, уже не стесняясь постороннего человека. Какая разница? Он меня видит первый и последний раз. Водитель бросил взгляд в зеркало заднего вида. Я заметила седую щетину и внимательные, неожиданно умные глаза. «Тяжелый день?» — спросил он. Не дежурно, а как-то по-человечески мягко. «Хуже не бывает», — буркнула я, вытирая лицо рукавом. Вышвырнули на улицу, как собаку. После 12 лет работы. «Это бывает», — философски заметил он, плавно перестраиваясь в другой ряд. «Иногда жизнь дает пинка, чтобы мы наконец-то расправили крылья. Знаете, я ведь тоже не всегда баранку крутил». Я горько усмехнулась. «И кем же вы были?» «Директором банка?» «Почти», — он улыбнулся одними уголками глаз. «У меня свой бизнес». «А такси?» «Это так, для души. Иногда сажусь за руль, когда нужно проветрить голову или принять сложное решение. Люди в такси настоящие, без масок. Помогает понять, чего они хотят на самом деле». Я посмотрела на его потертую кожаную куртку и старый руль. «Сказочник», — подумала я. Но вслух сказала другое, а меня уволили за пирожок. «Представляете?» Сказали, что я воровка. Водитель хмыкнул, но в этом звуке не было насмешки. «За пирожок? Серьезно?» Должно быть, это был золотой пирожок. Обычный, с капустой, я достала из кармана злосчастный сверток. Салфетка промокла, но пирожок был еще теплым. Я просто проверяла тесто. Я повар. Точнее, была поваром. Мужчина вдруг включил поворотник и припарковался у обочины. «А можно мне попробовать?» Я опешила. «Что?» «Пирожок. Я с утра ничего не ел. Если он стоил вам карьеры, я просто обязан узнать его вкус». Это было настолько абсурдно, что я протянула ему сверток. Он разломил выпечку, посмотрел на текстуру теста, вдохнул аромат и откусил половину.
Жевал он медленно, вдумчиво, прикрыв глаза. Я смотрела на него, как заворожённая. «Мда», — наконец произнес он, стряхивая крошки. «Тесто идеальное. Тонкое, но держит форму. А капуста томленая, с легкой кислинкой, и это что, тмин?» «Немного кориандра и капля сливочного масла в конце», — машинально ответила я. «Бабушкин секрет». Он повернулся ко мне всем корпусом. Теперь, при свете уличного фонаря, я увидела, что его лицо не просто усталое, а волевое, властное. «Надежда. Как вас по отчеству?» «Ивановна». «Надежда Ивановна, ваш начальник, идиот. Клинический». Он полез в карман куртки, достал бумажник, а оттуда визитку. Плотную, дорогую, с золотым тиснением. Я Дмитрий Андреевич Воронов. Владелец сети ресторанов «Империя». И я сейчас ищу шеф-повара для своего нового проекта. Традиционная русская кухня, но настоящая. Такая, за которую не жалко уволить идиота-менеджера. Я держала визитку, и буквы прыгали перед глазами. Воронов. Тот самый Воронов. Но, выжив такси, пролепетала я же говорил, он подмигнул. Иногда полезно спуститься на землю, чтобы не потерять связь с реальностью. Сегодня, кажется, я выехал не зря. Приходите завтра в мой офис к 10. Поговорим предметно. Всю ночь я не спала. Лежала и смотрела в потолок, сжимая в руке визитку. Мне казалось, что это какой-то розыгрыш, сон, бред воспаленного сознания. Может, он сумасшедший? Или мошенник? Но вкус. Он так профессионально разобрал вкус пирожка, как мог только настоящий знаток. Утром я стояла перед зеркалом, придирчиво рассматривая свою единственную белую блузку. «Была не была», — сказала я своему отражению. Терять мне все равно нечего. Офис «Империи» находился в стеклянной высотке в центре. Секретарь, ухоженная девушка с надменным взглядом, сначала не хотела меня пускать, но после звонка шефу ее лицо вытянулось, и она предложила мне кофе. Дмитрий Андреевич встретил меня в дверях кабинета. На нем был идеально сидящий костюм, никакой кожаной куртки. Только глаза остались те же, внимательные и немного лукавые. «Проходите, Надежда Ивановна. Рад, что вы не испугались моего вчерашнего маскарада». Кабинет был огромным, но каким-то уютным. Пахло хорошим кофе и старыми книгами. «Я не испугалась», — соврала я, садясь в кресло. «Я просто удивлена». «Давайте к делу», — он сел напротив. «Я открываю ресторан «Истоки». Мне не нужны модные дифлопи и молекулярная кухня. Мне нужно, чтобы человек съел ложку борща и вспомнил, как его любила мама. Мне нужен тот вкус, который был в том пирожке. Вы сможете организовать кухню с нуля? Набрать команду, разработать меню? Я никогда не была шефом, честно призналась я. Я 12 лет была на вторых ролях. Виктор Петрович всегда говорил, что мое место у плиты, а не в управлении. Забудьте про Виктора Петровича, жестко оборвал он. Он уволил лучшего сотрудника за копеечный пирожок. Это говорит о его компетентности все, что нужно знать. Я предлагаю вам зарплату в 2 раза выше вашей прежней. Плюс процент от прибыли, если выйдем в плюс за полгода. Но работать придется много. Очень много. Я вспомнила ухмылку Виктора. Вспомнила, как шла под дождем. Вспомнила свои пустые вечера и страх перед будущим. Внутри меня что-то щелкнуло.
Страх исчез, уступив место холодной, злой решимости. «Я согласна», — твердо сказала я, «и я сделаю лучшую русскую кухню в этом городе». Следующие 2 месяца слились в один бесконечный марафон. Я забыла, что такое выходные. Мы искали поставщиков фермерского мяса, спорили до хрипоты из-за оттенка скатертей, я лично собеседовала каждого поваренка. Я переманила Светку. Когда я позвонила ей и предложила стать су-шефом, она визжала в трубку так, что мне пришлось отодвинуть телефон от уха. «Надька, ты серьезно?» «У Воронова». Да я бегу, волосы назад. Витька с ума сойдет, когда узнает. А Витька, Виктор Петрович, узнал. Город маленький, слухи в ресторанной тусовке разлетаются быстрее, чем горячие пирожки. Однажды я встретила бывшую коллегу на рынке, и она шепнула, что в моем старом ресторане дела идут плохо. Гости жалуются, что еда стала пластиковой, повары меняются каждую неделю. Я слушала это и не чувствовала злорадства. Мне было некогда. У меня горели сроки, мне нужно было довести до ума рецепт рассольника на огуречном рассоле с патрошками. День открытия приближался неумолимо, как скорый поезд. За неделю до часа Х я практически жила на кухне. Дмитрий Андреевич заходил редко, не вмешивался, только спрашивал, все под контролем. И я отвечала «да», хотя внутри меня трясло от ужаса. А вдруг не получится? Вдруг людям не понравится? И вот настал этот вечер. Зал сиял огнями. Официанты в накрахмаленных рубашках замерли в ожидании. На кухне стояла звенящая тишина перед бурей. Я посмотрела на свою команду. Света, 2 молодых парня-мясника, кондитер Леночка. Все они смотрели на меня. Ждали команды. «Ну что, ребята», мой голос дрогнул, но я тут же взяла себя в руки. Мы готовили это меню 2 месяца. Мы вложили в него душу. Давайте накормим их так, чтобы они захотели вернуться. Поехали. Двери открылись. Первые чеки поползли из принтера. 2 борща, одни пельмени сибирские, кулебяка, борщ, на выдачу. Тесто катаем. Не спать. Заорала я, и магия началась. Я не помню этот вечер целиком. Это были вспышки, жар печи, пар, звон посуды, крики «Шеф, готово!», восторженные отзывы, которые передавали официанты. К полуночи, когда последний гость ушел, я буквально сползла по стене на пол. Ноги гудели, руки не поднимались, на фартуке было пятно от свекольного сока. Но я была счастлива. Абсолютно, безоговорочно счастлива. Дверь кухни распахнулась. Вошел Дмитрий Андреевич. В руках он держал бутылку шампанского, свежий выпуск вечерней газеты. «Надежда Ивановна, вы живы?» «Частично», — прохрипела я, пытаясь встать. «Сидите, сидите. Вам можно. Посмотрите на это». Он развернул газету. На развороте была статья ресторанного критика, который инкогнито был у нас сегодня. Заголовок гласил «Звездочка, русская кухня воскресла». Как уволенный повар создала гастрономическое чудо «Звездочка». Это успех, Надя. Это настоящий успех. Я смотрела на буквы, которые расплывались перед глазами, и улыбалась, как дурочка. Но я еще не знала, что на следующее утро эту газету прочитает и Виктор Петрович. И он не сможет просто пройти мимо. Утро началось, как обычно, с суматохи.
Телефон разрывался от звонков поставщиков, Светка уронила лоток с яйцами и теперь громко чертыхалась, вытирая пол, а я пыталась спасти соус бешамель, который решил пригореть именно в тот момент, когда в зале сел первый VIP-гость. Но эта суматоха мне нравилась. Это был живой пульс ресторана, и я была его сердцем. Газетная вырезка со статьей о нас теперь висела в рамке у входа. Дмитрий Андреевич настоял. Я каждый раз смущалась, проходя мимо, но втайне гордилась. Прошло 3 недели после открытия. Истоки гремели на весь город. Столики бронировали за неделю вперед. В тот вечер была полная посадка. Я стояла на раздаче, проверяя каждую тарелку перед выходом в зал. «Утка с яблоками готова!» Крикнула я. «Забирайте!» Двери кухни резко распахнулись. Я даже не повернула головы, думая, что это кто-то из официантов, но внезапно на кухне стало неестественно тихо. Звон посуды стих, разговоры оборвались. Даже вечно шипящее масло на сковородах, казалось, притихло. Я почувствовала холодок, пробежавший по спине. Такое знакомое, липкое чувство тревоги, которое я, казалось, забыла 2 месяца назад. Я медленно обернулась. В проходе стоял Виктор Петрович. Он изменился. Осунулся, дорогой пиджак сидел мешковато, словно он похудел на пару размеров, а под глазами залегли темные круги. Но взгляд остался прежним, колючим, бегающим и полным желчи. Он обвел взглядом мою кухню, сияющую хромом, наполненную ароматами трав и жареного мяса, и его лицо перекосило. «Ну здравствуй, звезда!» Его голос прозвучал хрипло, но достаточно громко, чтобы услышали все повара. Неплохо устроилась. На чужом горбу в рай въехала. Светка шагнула вперед, сжимая в руке половник, как дубинку, но я остановила ее жестом. Я вытерла руки о полотенце, аккуратно сложила его и подошла к Виктору. Я с удивлением обнаружила, что не боюсь его. Больше нет. Передо мной стоял не грозный начальник, от которого зависела моя зарплата, а просто усталый, злобный человек, проигравший свою битву. «Здравствуйте, Виктор Петрович», — спокойно ответила я, — «посторонним на кухне находиться запрещено. Санитарные нормы. Вы же должны знать». Он криво усмехнулся. «Санитарные нормы? Ты меня учить будешь, кухарка?» Я читал статью. Инновационные рецепты, бабушкины секреты. Он сделал шаг ко мне, вторгаясь в мое личное пространство. «Ты забыла, Надя, где ты эти рецепты разрабатывала. 12 лет ты работала на моей кухне. Все, что ты придумала, принадлежит мне. Это интеллектуальная собственность моего ресторана. Вот оно что». Он пришел не просто посмотреть. Он пришел требовать. «Вы серьезно?» Я даже рассмеялась. «Вы уволили меня за кражу пирожка. Вы вышвырнули меня без выходного пособия, без рекомендаций, обвинив в воровстве. А теперь вы заявляете право на мои знания?» «Я требую компенсацию», — прошипел он, брызгая слюной. «Или ты платишь мне процент с прибыли за использование моих технологий, или я подаю в суд. Я уничтожу тебя, Надя. Я расскажу всем, что ты воровка. Что ты украла технологические карты перед уходом. Кто поверит бывшей посудомойке против уважаемого ресторатора?» По кухне прошел шепот. Виктор повысил голос, явно играя на публику. «Возвращайся. Я готов простить тебя. У меня сейчас временные трудности с персоналом. Я даже готов платить тебе столько же, сколько этот твой Воронов. Но если откажешься, я тебя закопаю». Внутри меня поднялась волна горячего гнева.
Но это была не истерика, а холодная ярость профессионала. «Временные трудности?» — переспросила я, глядя ему прямо в глаза. «Я знаю про ваши трудности, Виктор Петрович. Знаю, что от вас ушли 3 повара за месяц. Знаю, что поставщики отказываются возить вам продукты в долг. И знаю, почему». Я сделала шаг вперед, заставив его отступить. «Потому что вы не любите еду. И не любите людей, которые ее готовят. Для вас пирожок — это просто себестоимость теста. А для меня это труд, душа и уважение к гостю. Вы сказали, что я украла рецепты? Попробуйте доказать это в суде. Моя бабушка умерла 20 лет назад, но ее тетрадь с записями лежит у меня дома. Ты не посмеешь», — он начал багроветь. «Я уже посмела», — твердо сказала я. «Я посмела уважать себя. А теперь вон с моей кухни. У меня полная посадка, и мне некогда слушать бред неудачника. Ты». Он замахнулся рукой, словно хотел схватить меня за плечо. В этот момент дверь снова открылась, но на этот раз мягко. В проеме стоял Дмитрий Андреевич. Он даже не вошел внутрь, просто прислонился к косяку, скрестив руки на груди. Вид у него был расслабленный, но взгляд стальной. «Виктор», — тихо произнес он. «Я, кажется, просил охрану не пускать попрошаек». Виктор Петрович дернулся, как от удара током. Он резко обернулся. «Воронов, ты переманил моего сотрудника. Это нечестная конкуренция». Дмитрий Андреевич лениво отлип от косяка и подошел ближе. Он был на голову выше Виктора. «Я подобрал бриллиант, который ты выбросил в грязь», — сказал он спокойно. «Надежда Ивановна сама поставила тебя на место, мне даже добавлять нечего. Но если ты еще раз приблизишься к моему ресторану или к моему шеф-повару, я не буду судиться. Я просто куплю твое заведение, снесу его и построю на его месте общественный туалет. Поверь, ресурсов у меня хватит». Виктор открыл рот, потом закрыл. Он посмотрел на меня, на Дмитрия, на ухмыляющуюся Светку с половником. Он понял, что проиграл. Окончательно и бесповоротно. Ничего не сказав, он развернулся и быстро, почти бегом, вышел из кухни. Как только дверь за ним захлопнулась, кухня взорвалась. «Ну ты даешь, Ивановна!» — крикнул мясник Пашка. «Бред неудачника. Я запишу это». Света подлетела и обняла меня так, что у меня хрустнули ребра. «Горжусь тобой, подруга. Ты видела его лицо? Он же чуть не лопнул». Я стояла, чувствуя, как дрожь в коленях возвращается, но теперь это была дрожь облегчения. Дмитрий Андреевич подошел ко мне. Он не стал ничего говорить при всех, просто положил руку мне на плечо и слегка сжал. «Вы в порядке, шеф?» «В полном», — выдохнула я, поправляя колпак. «Только вот, соус пригорел. Придется переделывать». Он рассмеялся. «Соус — это мелочи. Работаем, Надежда Ивановна. Гости ждут». Я вернулась к плите. Взяла новый сотейник, бросила кусок сливочного масла. Оно зашипело, наполняя воздух сладковатым ароматом дома и уюта. Я посмотрела в окно. Где-то там, в дождливой ночи, растворился человек, который годами заставлял меня чувствовать себя ничтожеством. Его больше нет в моей жизни. А здесь были жар печи, звон посуды и команда, которая верила в меня. Я набрала полную грудь воздуха и крикнула: 2 бефстроганова и рассольник. Поехали, ребята. Жизнь, как и хорошее тесто, должна настояться.
И теперь я точно знала, мой пирог только начинается.